Афганистан. Государство, расположенное в северо-восточной части Иранского Нагорья. Страна воинов и поэтов с 5000-летней историей, 80% территории которой занимают горы и плоскогорья, каменные пустыни и сухие степи, в различные периоды истории, ставшие естественной защитой афганцев от внешних угроз. На юге и востоке Афганистан граничит с Пакистаном, на западе с Ираном, на севере с Туркменистаном, Узбекистаном, Таджикистаном, входившими в состав СССР до 1992 года, на северо-востоке с Китаем. История Афганистана – это непрерывная череда мрачных вмешательств иностранных завоевателей и героической борьбы афганского народа против этих завоевателей. Нашествия воинственных иноземцев сдерживали социально-политическое развитие страны. Именно поэтому Афганистан стал централизованным государством лишь в середине XVIII века. Большой игрой назовут дипломаты и политики соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX – начале XX века. В XIX веке в Афганистан из Индии дважды входили британские войска и дважды были вынуждены его покинуть. В 1919 году, после третьего вторжения, англичане окончательно были изгнаны из страны. Афганистан стал проводить самостоятельную внешнюю политику и установил дружеские отношения с Советской Россией. Они очень гостеприимные. Он тебе все отдаст, и когда ты у него дома. Если ты его друг, он тебя будет принимать на самом высоком уровне. Все, что у него есть, он тебе поставит на стол. Но если ты зашел к нему не как друг, он тебя все равно примет. Но стоит переступить порог забора, в смысле выйти со двора, нож в спину обеспечен. 28 февраля 1921 года в Кабуле был подписан первый советско-афганский договор о дружбе. 24 июня 1931 года договор о нейтралитете и взаимном ненападении, сохранявший силу до конца 70-х годов XX века. В период Второй мировой войны Афганистан сохранял нейтралитет. Протяженность афганско-советской границы составляла более 2300 километров. Географическая близость подталкивала обе страны к выстраиванию добрососедских отношений, к сотрудничеству в военно-технической и хозяйственной сфере. Советский Союз планомерно наращивал свое влияние в регионе путем оказания технической, экономической и военной помощи афганскому королю Захир-Шаху. В Коране нигде не сказано, что Аллах против научно-технического прогресса. Так почему с ним надо бороться? Эта знаменитая фраза последнего монарха Афганистана, сказанная, вероятнее всего, после охоты в Завидово с советскими лидерами Хрущевым и Брежневым, цитировалась не иначе как: «В Коране нигде не сказано, что Аллах против коммунизма. Так почему с ним надо бороться?» Усилиями советских специалистов строились водохранилища и оросительные системы, дороги и мосты, велась активная геологоразведка и добыча полезных ископаемых. Все народы Афганистана питают к своему великому соседу искреннее чувство глубокого уважения, говорил король Захир-Шах. «Так подай же нам руку, ты, не знающий лжи и обмана, ты, сосед наш могучий, прозорливый глава каравана», написал в 1970 году к столетнему юбилею Ленина афганский поэт Абдурауф Бинава. Даруд Бадбе Ан Рахабаре Бозорг Ленине Кабир. Поклон этому великому вождю, великому Ленину. Так переводятся строчки стихотворения, опубликованного 22 апреля 1970 года в газете «Парчам», по-русски «Знамя», наряду с 12-полосным текстом, целиком посвященным прославлению Ленина.
Влиятельное исламское духовенство решило, что поклоняться можно только пророку Мухаммеду, и выступило с целой программой условий против группировок, требовавших политических и социально-экономических реформ. Определив политику СССР в отношении Афганистана как «восточный империализм», заявляя в листовках «Долой сторонников ленинизма», «Смерть шпионам США» и русского ГПУ, духовенство устроило мощные беспорядки в столице, в крупных городах и провинции. Девушек, одетых в европейскую одежду, обливали серной кислотой, был разгромлен книжный магазин, торговавший советской литературой. Советским специалистам заявлялось: своим пребыванием вы подрываете устои ислама. Афганские события апреля-июня 1970 года ясно показали, что монархический режим Захир-Шаха утратил свое влияние на духовную жизнь общества, а само духовенство представляет грозную силу, способную быстро перейти к вооруженной борьбе с властью. В 1973 году в Афганистане происходит военный переворот. К власти приходит Мухаммад Дауд. Он свергает с престола своего двоюродного брата Захир-Шаха, находящегося в это время в Италии на лечении, провозглашает себя президентом страны и проводит, казалось бы, демократические преобразования. Однако на самом деле он запрещает политические партии, общественные движения. Советский Союз признал новое правительство Афганистана, которое сохранило дружеские отношения с северным соседом. Москва продолжала оказывать правительству Дауда военно-экономическую помощь. В 1977 году была принята новая конституция страны, возводившая Дауда на президентство и вводившая однопартийную систему с учрежденной им правящей партией национальной революции. Официальной идеологией нового режима стала народная и национальная теория революции. Заимствуя от социализма лишь некоторые экономические аспекты политического строя, президент Мухаммед Дауд в своей практической деятельности воплощал идеи, предшествующие ему монархии, такие как национализм, ислам, святость национальных традиций, антиколониализм и антикоммунизм. Неприятие курса нового афганского правительства со стороны религиозных лидеров привело к образованию исламских организаций, которые стали бороться с существующим режимом еще до прихода советских солдат на афганскую землю. Еще одной оппозиционной правительству силой стала Народно-демократическая партия Афганистана, образованная в 1965 году. Прокоммунистическая НДПА стремилась захватить власть в стране. С Саузской апрельской революцией в 1978 году назовут военный переворот, совершенный группой офицеров, членов Народно-демократической партии Афганистана во главе с генеральным секретарем ЦК НДПА Нурмухамедом Тараки и его заместителем Бабраком Кармалем. Во время штурма президентского дворца Мухаммед Дауд и его семья были убиты. По национальному радио прозвучало объявление: власть взяла революция. Президент Дауд ушел в отставку по состоянию здоровья. Как оказалось, для Народно-демократической партии Афганистана захватить власть было проще, чем реально управлять страной. Не было специалистов практически ни в одной из областей. Поэтому афганское правительство буквально через несколько дней после захвата власти обратилось в Москву с просьбой оказать советническую помощь по всем направлениям. Москва тайно оказывала финансовую и материально-техническую помощь афганской левой оппозиции. Экспорт социализма как модели государственного устройства был одним из главных направлений деятельности Коммунистической партии Советского Союза. Тем не менее, для советского партийного государственного руководства вооруженный захват власти промарксистской партии в Афганистане стал полной неожиданностью. Пришедшие к власти представители НДПА не были способны эффективно управлять страной, в которой имелось множество социально-экономических и национальных проблем.
8 мая 1978 года правительство Демократической Республики Афганистан официально обратилось к правительству Советского Союза с настоятельной просьбой срочно направить в Афганистан советников для оказания помощи в военно-политической, финансово-экономической, правоохранительной и образовательной сферах. Руководство СССР, имея опыт поддержки государств, избравших социалистический путь развития, быстро создало разветвленный институт советников, ставший одним из важнейших инструментов контроля и распространения своего влияния в Афганистане. Весной-летом 1978 года из СССР в ДРА направилась большая группа политических, военных и экономических советников. Летом 1978 года между КГБ СССР и спецслужбами Афганистана было заключено соглашение о сотрудничестве. Советская сторона стала оказывать Афганистану советническую помощь в области разведки, контрразведки, военной контрразведки, охраны высших должностных лиц и пограничной охране. Москва стала поставлять в Кабул специальную технику и вооружение для афганских спецслужб. Приход к власти в Афганистане левых сил вызвал серьезную настороженность в правительствах Ирана и Пакистана. Военная администрация Пакистана опасалась роста антиправительственных движений в стране. Руководство Ирана рассматривало апрельскую революцию как ослабление своего влияния на Афганистан. На территориях этих государств стали формироваться лагеря подготовки вооруженных отрядов из афганских беженцев. Летом 1978 года при поддержке мусульманского духовенства начались беспорядки в афганских провинциях Газни, Кандагар, Кунар и Пактия. В городах Мазари-Шариф и Шиберган наибольшее влияние имели представители организации «Вечное пламя» Шауле-Джавид, поддерживаемой посольством Китая в Афганистане. Протестующие публично осуждали действия руководства ДРА и призывали к вооруженным выступлениям объединенные повстанческие группы. Подавляющее большинство населения Афганистана исповедует ислам, который традиционно играет важнейшую роль во всех сферах жизни страны. Мусульманское духовенство численностью около 200 тысяч человек не признало новое афганское правительство, именуя его коммунистическим, антиисламским, и призывало к выступлениям против него в городах Мазари-Шариф, Герат, Кабул, Кандагар, Джалалабад. Весной 1979 года по Афганистану прокатилась волна вооруженных выступлений. Столкнувшись с противостоянием приверженного национальным традициям и религиозным устоям населения, с антиправительственными призывами духовенства, афганские власти стали использовать репрессивные методы в отношении оппозиции и служителей ислама. Арестами и расстрелами видных представителей мусульманского духовенства отвечала власть на эти выступления. В глубоко религиозной мусульманской стране, где был силен авторитет священнослужителей, марксистско-ленинская Народно-демократическая партия Афганистана не смогла получить поддержку своих представителей ни у населения, ни в органах государственного, политического и хозяйственного управления. Пытаясь удержать власть, руководство НДПА неоднократно обращалось в Москву с просьбами о вводе в страну советских войск. Премьер-министр ДРА Тараки в марте 1979 года, сообщая в Москву об ухудшении обстановки и не доверяя афганской армии, попросил ввести в Афганистан советские войска, которые помогли бы подавить разразившийся крупный антиправительственный мятеж в Герате. Члены Политбюро ЦК КПСС были единодушны во мнении, ни при каких обстоятельствах СССР не может потерять влияние в Афганистане. Они решили увеличить объемы военно-экономической помощи ДРА без ввода в страну советских войск. Соединенные Штаты
рассматривали апрельскую революцию в первую очередь как усиление политического веса СССР на международной арене. 14 февраля 1979 года в гостинице «Кабул» экстремисты захватили посла США в Афганистане Давса. Во время спецоперации афганские силы безопасности случайно убили посла. Отказ министра иностранных дел Афганистана Амина от проведения расследования этого инцидента с участием американских экспертов окончательно испортил отношения между Вашингтоном и Кабулом. Прекратилось оказание экономической и технической помощи. Американское присутствие в Афганистане было сокращено. По оценкам советских экспертов, основными причинами дальнейшего ухудшения политической и социально-экономической ситуации в стране были и оппозиционное движение, и ошибки руководства, и усиление деятельности спецслужб США, Пакистана и КНР. Иранская исламская революция 1979 года придала новый импульс деятельности исламской оппозиции. Министерство обороны, МИД и КГБ СССР подготовили предложение для ЦК КПСС в виде записок от 17-18 марта 1979 года об обострении обстановки в ДРА и наших возможных мероприятиях. Члены Политбюро ЦК КПСС были единодушны в том, что ни при каких обстоятельствах Советский Союз не может потерять влияние в Афганистане, но решили не направлять в страну советские войска. Москва начала проводить демонстрацию силы. Были приведены в состояние повышенной боевой готовности части и соединения Туркестанского военного округа. 5-я и 58-я мотострелковые дивизии, дислоцировавшиеся на южных границах СССР, 61-я учебная и 108-я мотострелковые дивизии, 111-я ракетная бригада, а также авиационные части военно-транспортной авиации. Я вылетел в Ташкент утром 9 марта. Я уже был в Ташкенте в штабе округа. В штабе округа офицеров и генералов не было. Все находились на учении. Командующий войсками округ по приезду поднял по тревоге войска, находящиеся в Кушке и в Термезе. 18 марта 1979 года в соответствии с директивой Генштаба Вооруженных сил СССР в пунктах постоянной дислокации началось приведение в полную боевую готовность 5-й город Кушка и 58-й город Кызыл-Арват мотострелковых дивизий. В этот же день командующий воздушно-десантными войсками распорядился привести в повышенную боевую готовность 105-ю воздушно-десантную дивизию и начать подготовку к ее переброске в Афганистан в полном составе. В марте-мае 1979 года СССР осуществил масштабную поставку военной техники в Афганистан, передав правительству страны боевые машины пехоты, бронетранспортеры, бронированные разведывательно-дозорные машины, вертолеты Ми-24 и Ми-8, орудия, минометы, реактивные установки, переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела-2М», стрелковое оружие, боеприпасы. Помощь, оказанная Советским Союзом, позволила в кратчайшие сроки подавить один из самых крупных антиправительственных мятежей в Герате. Для организации работы афганских специальных служб в Кабул выехали первый заместитель руководителя советской внешней разведки генерал-лейтенант Борис Иванов и заместитель начальника Главного управления пограничных войск КГБ СССР генерал Юрий Нишумов. Несмотря на принимавшиеся меры поддержки, необъявленная гражданская война продолжилась. Вооруженные выступления охватили провинции Газни, Кабул, Кунар и Нанганхар. Правительство республики неоднократно обращалось к руководству КПСС с просьбой ввести войска для подавления многочисленных выступлений вооруженной оппозиции.
Советское руководство в этот период отрицательно относилось к вводу войск в Афганистан, считая, что подобное действие может вызвать негативные последствия для СССР, находящегося в состоянии холодной войны с западным миром. Москва оказывала военно-техническую поддержку Кабулу, рассматривая его как потенциального участника социалистического лагеря. Популярность режима Тараки практически во всех слоях афганского общества стремительно снижалась, заставляя его просить советское руководство об активной военной поддержке. Хафизулла Амин, соратник Тараки, тайно начал подготовку к захвату власти в Афганистане. Несмотря на предупреждение Москвы о готовящемся заговоре, Тараки не воспринял эту информацию всерьез. Имея сильное административное влияние на государственный аппарат страны, Амин в сентябре 1979 года отстранил Тараки от власти, сосредоточив в своих руках все ключевые посты. Через несколько дней по его приказу Тараки был убит. Амин, как истинный восточный человек, пытался разыгрывать и советскую карту, и западную. Однако в Москве действия Амина по заигрыванию с Соединенными Штатами Америки расценивали негативно, а попытки его установить отношения с радикальными исламскими организациями вообще были оценены как измена идеям социализма. К концу 1979 года стал очевиден провал политики Амина. Исламская религиозная оппозиция при поддержке большей части населения страны начала наступление на режим афганских левых. Боевые действия между оппозицией и правительственными войсками развернулись в 18 из 26 провинций. Афганистан превращался в опасный очаг напряженности на южных границах Советского Союза. В начале декабря 1979 года началась широкомасштабная подготовка к вводу советских войск в Афганистан, хотя политическое решение об этом еще не было принято. Река Амударья была слишком переполнена водой. Ну ладно, пусть будет так. Переполненная водой и постоянно меняла свое русло. Понтоны, которые были у нас, практически не могли переправлять то количество техники и личного состава, которое планировалось переправить. Мы сделали заявку на то, чтобы подать новые понтоны. Нам подали с Одессы железнодорожный, тяжелый железнодорожный парк, который мы пытались установить на Амударье для переправы войск на сторону Афганистана. Но так как мы не могли удержать, то пришлось танки, несколько танков на каждом берегу развернуть, и танки на тросах удерживали это тяжелый понтонный парк. В первых числах декабря на территорию Афганистана был переброшен специальный отряд Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР общей численностью около 500 человек, сформированный из военнослужащих советских республик Средней Азии и Казахстана. Мусульманский батальон. Официально было заявлено, что это подразделение направляется для охраны резиденции главы Афганистана Амина. Однако истинная цель была иной, и о ней знали лишь несколько высокопоставленных лиц в советском руководстве. В декабре 1979 года, а точнее 10 декабря, я получил команду от генерала армии Вареникова. Вареников в это время уже занимал должность начальника Главного оперативного управления.
10 декабря срочно поднять войска и укомплектовать приписным составом с военкоматов. 100%. Численность была 55 тысяч человек. В тот же день, в 23 часа 45 минут, командир 103-й воздушно-десантной дивизии получил от командующего ВДВ распоряжение привести части и соединения дивизии в полную боевую готовность и в 9 часов утра 11 декабря начать выдвижение на аэродромы посадки: Северный в Витебске, Балбасово в Витебской области, Смоленск, Шаталово в Смоленской области, Быхов в Могилевской области, Сеща в Брянской области. Далее, самолетами военно-транспортной авиации они были переброшены в районы сосредоточения вблизи границы с Афганистаном. Накануне ввода войск во второй половине декабря 1979 года в Ташкент стали перебрасываться воинские подразделения и части. Несогласованность действий между командованием военно-воздушных сил и гражданской администрацией аэропорта Ташкент привела к тому, что на глазах изумленных пассажиров аэропорта Ташкент на взлетно-посадочную полосу стали приземляться огромное количество самолетов военно-транспортной авиации. В это время в аэропорту Ташкента находились иностранцы из разных государств: Соединенных Штатов Америки, ФРГ, Франции, Италии и других государств. Иностранцы сразу же проявили интерес к появлению огромного количества советских военнослужащих в аэропорту Ташкента. 12 декабря 1979 года в Москве члены Политбюро ЦК КПСС Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Андрей Громыко, Дмитрий Устинов приняли решение о вводе в Афганистан советских войск. Для советского руководства это решение было непростым. Оно обосновывалось стратегическими интересами СССР, защитой южных границ, сохранением дружественных отношений с Афганистаном, перекрытием каналов поступления наркотиков. Неоднократные обращения Тараки, а затем и Амина о военной поддержке стали для советского руководства удобным предлогом. Власть в Афганистане было решено передать в руки Бабрака Кармаля, одного из лидеров НДПА, который в ожиданиях Кремля обеспечил бы стабильность в стране и изменил соотношение сил в регионе в пользу СССР. 16 декабря 1979 года на базе штаба и управления Туркестанского военного округа в 15 километрах северо-восточнее города Термес было развернуто полевое управление 40-й общевойсковой армии. Для ввода было развернуто и доукомплектовано до полного штата около 100 соединений и частей. В ходе развертывания и передислокации советских воинских подразделений в декабре 1979 года активно использовались средства связи, в том числе войсковых радиостанций, в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, аэродромной и самолетной связной аппаратуры. Выборочный контроль радио и радиорелейных линий связи, проведенный советской радиоконтрразведкой, показал, что работа советских войсковых радиостанций зачастую велась в открытую. Содержание переговоров радиообмена свидетельствовало о характере деятельности советских войск в Афганистане, в том числе о боевых потерях, и позволяло третьим странам получать вполне объективную информацию о советском военном присутствии. США, в свою очередь, используя средства космической разведки, а также наземные станции радио- и радиотехнической разведки, расположенные на территории Турции и Пакистана, были осведомлены о начале ввода советских войск в Афганистан. 24 декабря 1979 года Дмитрий Устинов на совещании руководящего состава Министерства обороны СССР объявил о решении Политбюро ЦК КПСС ввести советские войска в Афганистан в целях оказания интернациональной помощи дружественному афганскому народу, а также
создание благоприятных условий для воспрещения возможных антиафганских акций со стороны сопредельных государств. Замкомандующего войсками округа Тухарину Юрий Владимирович был назначен командующим 40-й армией. Это первый командующий 40-й армии. 25 декабря в 15 часов по московскому времени части и соединения 40-й отдельной армии начали движение по понтонному мосту через пограничную реку Амударья на территорию Афганистана. Одновременно с самолетами военно-транспортной авиации началась переброска посадочным способом частей и подразделений 103-й воздушно-десантной дивизии в Кабул. – 27 декабря 1979 года советские подразделения специального назначения КГБ и ГРУ Генштаба СССР в ходе операции под названием «Шторм-333» захватили резиденцию Амина, который во время штурма был убит. Одновременно было захвачено еще несколько важных объектов: здание правительства, Генерального штаба афганской армии, службы разведки и контрразведки, министерств обороны, внутренних дел, иностранных дел, аэропорт, радио, телецентр и прочее. В результате операции к власти в Афганистане было приведено новое просоветское правительство во главе с Бабраком Кармалем, доставленным в Кабул и занявшим посты генерального секретаря ЦК НДПА и председателя Ревсовета ДРА. За эту операцию, которая продолжалась всего 43 минуты, звание Героя Советского Союза получили сотрудники КГБ СССР Григорий Бояринов, посмертно, Виктор Карпухин и Эвальд Козлов. 25 декабря 1979 года начался ввод советских войск в Афганистан. Первоначально никаких приказов, что делать войскам в Афганистане, отдано не было. Предполагалось, что само присутствие советских войск послужит дестабилизирующим фактором для действия оппозиции. Одновременно с советскими войсками в Афганистан вошли особые отделы КГБ СССР по 40-й армии. Перед военными контрразведчиками стояла задача обеспечить безопасность войск, оградить их от возможного действия иностранных разведок, от действия вооруженных отрядов оппозиции. В декабре 1979 марте 1980 года гарнизоны советских войск взяли под охрану крупные города, населенные пункты и основные магистрали, а также многие советско-афганские экономические объекты, создавали зоны безопасности, режимные зоны вокруг мест дислокации и в боевых действиях практически не участвовали. В основном советские части и подразделения располагались в районе главных магистралей, вокруг аэродромов Баграм, Кабул, Кандагар, Джалалабад, Шиндант. В крупных городах или рядом с ними Асадабад, Герат, Кундуз, Лашкаргах, Мазари-Шериф, Меймине, Файзабад. К концу января 1980 года ввод главных сил 40-й армии был завершен. Контингент советских войск насчитывал более 52 тысяч человек. Введя 40-ю армию в Афганистан, мы поняли, что мы должны оказать чисто человеческую интернациональную помощь для стабилизации обстановки в самом Афганистане. Отсутствие заблаговременно подготовленных баз для размещения советских войск в Афганистане привело к тому, что лишь незначительная часть прибывших частей и подразделений 40-й армии смогла расположиться в более или менее благоустроенных военных городках. Большинство же войск оставалось в палаточных. Ввод советских войск продемонстрировал всему миру и прежде всего Соединенным Штатам
решимость Советского Союза отстаивать свои государственные интересы не только дипломатическим путем, но и с применением военной силы. Эта акция стала причиной резкого ухудшения отношений между СССР и США, а также между СССР и большинством стран арабского мира. Для аккредитованных в Москве иностранных дипломатов и журналистов сообщение о событиях в Афганистане стало неожиданностью. Президент США Джимми Картер также был удивлен вторжением, поскольку заключения разведывательного сообщества США 1978-79 годов сводились к тому, что Москва ни при каких условиях не будет напрямую вмешиваться в афганскую ситуацию. 26 декабря 1979 года советник по национальной безопасности президента Збигнев Бжезинский отправил Картеру записку под названием «Размышления о советской интервенции в Афганистане», которая стала прологом курса на скрытую помощь фундаменталистски настроенным полевым командирам в Пакистане, где было сосредоточено порядка 6 миллионов афганских беженцев. Через межведомственную разведку Пакистана, ISI, ЦРУ начала предоставлять нелегальную финансовую и техническую помощь антиправительственным силам в Афганистане. Политическая элита США исходила из того, что скрытая программа помощи оппозиции будет вынуждать СССР действовать энергичнее, все более и более увязая в афганской войне. На Западе советское вторжение в Афганистан считалось угрозой глобальной безопасности и поставкам нефти в Персидский залив. Неспособность точно предсказать действия СССР заставила американских чиновников и разведчиков переоценить советскую угрозу в отношении Ирана и Пакистана. Время покажет, что эти страхи были преувеличены. Для дестабилизации обстановки спецслужбы США, Пакистана, Ирана, Турции и Саудовской Аравии, а также партии и организации афганской оппозиции проводили нацеленную на республики Средней Азии пропаганду, создавали на афганской территории подпольные религиозные структуры, поддерживали радикализацию исламской идеологии и ее носителей, именовавшихся маджахедами. Радиопередачи, которые велись и на территории Афганистана, и на территорию советских республик Средней Азии, большое внимание уделялось вопросам ислама. Звучали открытые призывы к переносу джихада с территории Афганистана на территорию Советского Союза. Исламский фактор стал играть в радиопередачах решающее значение. Начиная с 3 января 1980 года США стали обращаться к союзникам по НАТО, а также к Новой Зеландии, Австралии и Японии с призывами принять ответные меры на советское вторжение в Афганистан. США заявили о своем решении задержать открытие генконсульства в Киеве. Активизировали деятельность радиостанций «Свобода», «Свободная Европа», «Голос Америки», усилив пропаганду на СССР. Сократили до минимума численность американского дипломатического персонала в Кабуле, оставив лишь поверенного в делах и до 10 человек персонала. Потребовали сокращения непропорционально возросшей численности советского посольства в Вашингтоне, приняли меры по ограничению поездок советских дипломатов по территории США. Серьезной пропагандистской акцией Вашингтона стало заявление о том, что США бойкотируют Олимпийские игры в Москве. Наши атлеты не поедут в Москву. 14 января 1980 года Генеральная ассамблея ООН 104 голосами против 18 одобрила решение, призывавшее СССР к непосредственному, безоговорочному и полному выводу советских войск из Афганистана. Накануне, 13 января 1980 года,
Леонид Ильич Брежнев в интервью газете «Правда» отметил, что ЦК КПСС и правительство, принимая решение о вводе войск, полностью сознавали свою ответственность. Перед советским воинским контингентом стояла задача оказать содействие афганцам в отражении агрессии извне, под которой подразумевалась возросшая антиафганская активность Ирана и Пакистана. В статье говорилось, что советские войска будут выведены из ДРА, как только отпадут причины, побудившие афганское руководство обратиться с просьбой об их вводе. Это выражение впоследствии в разных вариациях будут повторять советские политики и дипломаты. По результатам своего визита в январе 1980 года в Кабул, бесед с Кармалем и Наджибулой, Юрий Владимирович Андропов отмечал, что вмешательство Вашингтона и Пекина во внутренние дела Афганистана приобретает все более широкие масштабы. Совершаются бандитские налеты на города и села. Сложившаяся ситуация не позволяла вернуть советские войска до тех пор, пока обстановка в Афганистане не будет нормализована. Надежды Москвы на широкую народную поддержку режима Бабрака Кармаля, едва затеплившиеся после его прихода к власти в Афганистане, не оправдались. Вместо ожидаемого успокоения населения и стабилизации обстановки, советское военное присутствие сыграло обратную роль. В стране усилилось движение сопротивления, очаги мятежей возникали в различных провинциях Афганистана. Москва винила во всех проблемах страны свергнутого лидера Амина и не хотела понять, что если в первые месяцы после совершения переворота в апреле 1978 года НДПА пользовалась хотя бы небольшой поддержкой населения, то постепенно эта поддержка уменьшалась при формальном увеличении числа членов этой партии. Большинство афганцев негативно восприняли ввод в страну иностранных войск. Афганская оппозиция открыто заявляла, что Кармаль не только ее политический противник, но и ставленник Москвы, поэтому не могло быть и речи о каких-либо переговорах с ним. Оппозиция приступила к организации сопротивления на территории всего Афганистана, ведя вооруженную борьбу прежде всего против советских войск. Во время ввода и размещения советские войска были вынуждены вступать в локальные боевые действия с вооруженными отрядами оппозиции, отвечать на обстрелы мест своей дислокации. Движение советских частей и подразделений по дорогам Афганистана стало сопровождаться регулярными нападениями. Вместо ожидаемого успокоения присутствие советских войск способствовало разрастанию беспорядков и росту движения сопротивления. В январе-феврале 1980 года участились нападения на колонны с продовольствием и топливом, следовавшие с севера на Кабул, из Кабула на Джалалабад и Кандагар. В феврале состоялись акции протеста против советской оккупации в Герате и Кабуле, в ходе которых погибло несколько сотен человек. В результате советские войска постепенно втягивались в боевые действия с вооруженными отрядами и группами афганской оппозиции, поддерживаемыми местным населением. Попытки подавить беспорядки в Герате и Кабуле вызвали рост враждебности со стороны граждан страны. По сути дела, советским солдатам пришлось вести борьбу с населением, сталкиваться с разобщенным по этническому, социально-экономическому признакам афганским обществом, безуспешно пытаться бороться с усилением роли ислама как объединяющей антисоветской идеологии. Местные племенные и религиозные лидеры, включая и тех, кто раньше терпимо относился к режиму Амина, объявили джихад новому просоветскому правительству. Для вооруженных отрядов оппозиции из-за границы практически беспрепятственно стало поступать оружие и боеприпасы, так как границы с Пакистаном и Ираном были достаточно прозрачными. Зима
1980 года стала трудной для советских воинов. Надежды на то, что основные задачи вооруженной борьбы с оппозицией будет решать афганская армия и национальные силы безопасности, себя не оправдали. Несмотря на принимавшиеся советскими военными советниками меры по повышению боеготовности и боеспособности афганской армии и сил безопасности, они оставались слабыми и не могли самостоятельно вести боевые действия. В это же время афганская оппозиция усиленно занималась улучшением организации вооруженного сопротивления. В конце января 1980 года 6 основных организаций оппозиции в пакистанском городе Пешаваре объявили о создании Исламского союза освобождения Афганистана. В начале 1980 года вооруженные формирования оппозиции, действуя крупными силами, не уходили от прямого столкновения с советскими войсками. Это привело к разгрому крупных вооруженных формирований и отрядов оппозиции в районах Файзабада, Талукана, Тахара, Баглана, Джалалабада и других городов. После ряда поражений в ходе столкновений с советскими войсками руководители вооруженной афганской оппозиции пришли к убеждению о необходимости изменения тактики дальнейшей борьбы. Отказавшись от использования крупных сил, они разбили свои формирования на группы и отряды численностью от 20 до 100 человек и перешли к партизанским действиям, основой которых стали засады. На узких дорогах Афганистана, с обеих сторон окруженных возвышенностями, было удобно вести огонь из стрелкового оружия и гранатометов. То, что было преимуществом боевиков, оказалось слабым местом советских войск. Советская техника в горах была ограничена в маневрах, тогда как маджахеды свободно передвигались и активно использовали для своих атак складки местности. Советские войска оказались не готовы к контрпартизанским действиям. Опыт борьбы частей и подразделений Красной армии и войск ОГПУ по борьбе с басмачами в Средней Азии в 1920-е годы был забыт. Не изучался и более поздний опыт борьбы иностранных армий с партизанским движением в период Второй мировой войны и локальных войн 1950-70-х годов. Не было ни одного наставления, определяющего порядок борьбы с партизанами. Все это приводило к снижению эффективности боевых действий и неоправданным боевым потерям. Советские войска, направленные в Афганистан, не имели опыта действий в условиях горно-пустынной местности и были вынуждены методом проб и ошибок постигать искусство борьбы с непривычным для них противником, осваивать тактику действий в горах, пустынях, зеленых зонах. После ввода советских войск в Афганистан стали проявляться противоречия, значение которых сначала недооценили ни в ДРА, ни в СССР. Оппозиция, ведущая борьбу с афганским правительством, активизировала боевую деятельность. Ни Кармаль, ни другие члены Политбюро ЦК НДПА не были готовы к тому, что придется самостоятельно, с оружием в руках, защищать свой режим. Кармаль и верхушка НДПА считали, что в условиях пребывания в стране советских войск вся ответственность за судьбу революции лежит на их плечах. Бабрак Кармаль был тем политиком, на которого сделали ставку в Политбюро ЦК КПСС. КГБ СССР также положительно оценивали возможности нового афганского лидера. В политических кругах Кабула отмечали, что правительству Бабрака Кармаля предстоит преодолеть значительные трудности внутриполитического и экономического порядка, оставленные ему в наследство прежним режимом, но выражали надежду, что НДПА с помощью СССР удастся решить эти задачи. В руках Кармаля находилась значительная власть,
Он был председателем Революционного совета и премьер-министром ДРА, а самое главное – генеральным секретарем ЦК НДПА. В 1980-1989 годах пост генерального секретаря правящей партии в Афганистане считался таким же важным, как и пост генерального секретаря ЦК КПСС в Советском Союзе. Каждодневная деятельность НДПА и афганского правительства находилась под контролем Политбюро ЦК КПСС. Все принимаемые в ЦК НДПА решения предварительно проходили экспертизу в комиссии Политбюро ЦК КПСС по Афганистану. Какие бы задачи и лозунги не выдвигал Бабрак Кармаль, он всегда оставался в фарватере внешней политики КПСС. В основных документах НДПА ясно прослеживается влияние советских партийных советников, которые согласовывали каждый шаг со Старой площадью. Это было в интересах Советского Союза, который таким образом формировал преданную политическую элиту. Бабраку Кармалю предстояло исправить ошибки своего предшественника, привлечь на сторону НДПА большую часть афганского народа, расширив социальную базу апрельской революции. Для этого было необходимо прекратить внутрипартийные разногласия и добиться единства в рядах НДПА. Помощь Кармалю сразу начала оказывать Москва. 10 января 1980 года ЦК КПСС обратился к ЦК НДПА с призывом о прекращении фракционной борьбы и установлении единства партии. В Москве считали, что идеи Бабрака Кармаля пригодятся для изменения ситуации в партии и стране. Но также понимали, что Кармаль и новая политическая элита Афганистана без советского участия и контроля не смогут быстро нормализовать обстановку.